Искал себя, искал то, чего мне не хватает в жизни. Чувство дома, чувство какой-то ненаполненности. Вот. Всегда был вопрос, кто я. Оказываешься в потоке, в котором тебя просто омывают, очищают, и ты становишься чище. Ты начинаешь чувствовать свою природу. Ну, вот у меня сердце открылось. Я просто счастлив. Задался вопросом, а кто я? Кто я-то? Где моя личность-то? Личность — это просто, это все навязано, это все вот программка. Вот. Охота делиться, охота рассказать, охота любить человека. Это же так здорово. Начинаешь чувствовать сердце. Просто вот даже вот с человека посмотришь друг на друга, и все без слов ясно. Привет, я с Красноярска. Меня зовут Спартак Филиппов, мне 43 года. Расскажи, что привело тебя на ретрит? Искал себя, искал что-то новое, чего мне не хватает в жизни. Чувство дома, чувство какой-то ненаполненности. Вот. Всегда был вопрос, кто я, для чего я здесь, в чем мое предназначение. Вот. И хотелось какие-то изменения и взгляда на то, что мне не хватает. Я пришел, я здесь, в этой школе, попал на ретрит. Ты здесь с братом, правильно? Да, с братом мы вдвоем идем на одной волне, и у нас дороги, все наши запросы, Вселенная ответила таким предложением, которое просто сразу откликнулось, и мы оказались здесь. То есть вы вместе узнали о школе, да, сразу? Да, одновременно и вместе идем параллельно. Как прошел сам ретрит? Ой, это даже нельзя словами объяснить. Да. Не говоря уже о том осознании, сколько инсайтов, сколько поменялось мировоззрение. Это как будто все происходит на таком плане, как ты оказываешься в потоке, в котором тебя просто омывают, реально омывают, очищают, и ты становишься чище. Любого человека, какой бы он ни был. Кто-то, может, получит там инсайты, кто-то пробуждение, кто-то опыты там самадхи. Вот. Но основное, что приходит, это ты на самом деле становишься чище, ты начинаешь чувствовать свою природу, начинаешь чувствовать свое сердечко, как она на самом деле отвлекается на... Ты раскрываешься. Вот у меня сердце открылось. Я просто счастлив. Это настолько прям так классно, когда вот просто живешь и общаешься с другими людьми именно сердцем. Ну вот так, наверное. Здорово. Были какие-то интересные опыты на ретрите у тебя? Ой, их немного, наверное, но вот, наверное, основные, которые вот, как бы хотел затронуть, это когда я увидел свой ум, свое постоянно этот говорильщик, который мне контролировал, что мне держит все под контролем. Ему все нужно все держать, как говорится, не только под контролем, но и логическую цепочку закачивать. То есть я увидел, как он мне ситуации мои все изменяет, что ему нужно для обсуждения, что ему нужно контролировать, что ему нужно обсуждать, и так далее. Я это все со стороны увидел и задался вопросом, а кто я? Кто я-то? Где моя личность-то? Личность — это просто, это все навязано, это все вот программка. Вот. И это я просто вот так вот на полочке увидел. Это было и шокирующе, и смешно, и вот. Ну и плюс на различных практиках я почувствовал энергию, которая как на физическом даже плане, как бы так вот. Она настолько
живая, настолько она прям теплая, настолько она просто, ты вливаешься в нее и тебя уносит. Вот. Ну и плюс сердце, сердцем прочувствовало, сердце открылось, сердце охота делиться, охота рассказать, охота любить человека. Это же так здорово просто, когда ты просто с такой вот энергией, с таким воодушевлением, с любовью к другому человеку относишься, и мир, ты меняешь мир, как говорится, не только себя, а других людей. Это твой же мир, это я вижу этот мир, это вот мы все здесь, это я создал свой мир, я этим своим состоянием меняю окружение вокруг себя. То есть я меняю своих близких, своих, с кем общаюсь по работе и так далее. Я полностью меняю, это меняет все вокруг. Вот так. Здорово. А были какие-то трудности на ретрите, может? Ой, трудности. Я старался подойти подготовленным, как бы пришлось много различные барьеры выскакивали, вот. Но на ретрите все равно я как бы ответственность это настолько оказаться важно, взять ответственность вообще на себя, на свою жизнь, на то, что происходит. Без этого просто ум как бы замыливает все или создает, не так важность, говорит, что это, я это все понимаю, я это все знаю. Вот. А на самом деле ты прочувствуешь это не всегда. Вроде говоришь, да, я знаю, но осознание того, что ответственность именно только на тебе, это приходит только, наверное, в нужное время. Вот мне пришла ответственность, наверное, ближе к концу ретрита, что ответственность на самом деле только на мне. Плюс еще к тому же все, например, инструктора, как школа, выполнение указаний, тоже знал, да, выполнять надо указания, мне будет результат, но осознание настолько, что я должен на 100% выложиться, это же я делаю это не только для себя, но и для окружающих, для команды. И когда я это понял, это настолько я прочувствовал, что мне просто я последние, наверное, 2-3 дня настолько влился, настолько выложился, я просто всех заряжал, мне охота была вот просто, чтобы все это меня поняли, и я думаю, это все ребята прочувствовали в команде, и у нас в конце ретрита просто все люди так вот объединились, и мы выложились, наверное, на 100%. Вот. Здорово. Вот то, что ты с братом проходил ретрит, тебе это мешало как-то или, может, наоборот, помогало? А с братом хотелось иногда вот как бы делиться, а у нас был режим молчания. У вас очень близкие отношения с братом? Ну да, мы как бы сердечко к сердечку, и любые какие-то моменты мы друг друга делимся и показываем где-то какие-то барьеры, которые мы можем не видеть, а со стороны всегда виднее. Вот. У нас сейчас есть команда, но мы с братом как бы больше как бы такая сердечная у нас с ним соприкосновение, и мы просто открыты полностью от и до. Вот. Поэтому мы с ним здесь мало взаимодействовали, потому что был режим молчания, и лишние чувства, лишние работы для ума не нужно было. Мы делали разные практики отдельно и, в принципе, только, может быть, взглядами встречались и все. Вот. Потом уж в конце, когда уже был режим открытого разговора, и мы, конечно, поговорили с сердцами и вот так. Ты чувствуешь изменения у брата? Ты видишь их? Брата? Да. Да, еще, конечно, полностью мы с ним, как говорится, не открылись, не рассказали, но уже я вижу то, чем он делится, какие у него есть осознания. Он изменился, как, в принципе, я. Здесь просто невозможно не измениться. Это, знаете, как вот у человека была одна вибрация, и его пропускает как через душ, и он
очищается, кто-то уже был, например, почищен, он очищается еще больше, кто-то был сильно загажен, он начинает более чище становиться. И хоть как все моменты, касаемо твоей чувствительности, твоих блоков, твоего напряжения, все, что в тебе было, вот, они начинают просто сходить на нет или очищаются, или ты начинаешь видеть их. То есть это этапы все равно прогресса твоего более чистого восприятия мира. Ты становишься ближе к природе, ты становишься просто счастливым, более счастливым, больше любви появляется в людях. Это, наверное, у всех вот ребят, в том числе и у моего брата, у меня, это я увидел, настолько стали искренние, и чистые, и сердечные, вот такое слово. А ты до ретрита ты проходил онлайн-занятия, да? Да, я узнал о школе, прошел равновесие, практику тишины, онлайн-клубы несколько. Вот, и Тебе это помогло? Вот как ты думаешь, подготовило к ретриту? ну да, я считаю, это уже какое-то единение в команде. Мы собрались с людьми, которые, в принципе, основная масса здесь, которые прошли онлайн-клуб. Вот, и мы как бы уже были на таком уровне, кто знали, что мы, кто мы, для чего мы здесь. И чувствовалось такое единение, хотелось помощи. То есть начало единение в команде, началось даже вот на онлайне. Вот. А здесь это просто как такой поток, который влился. Ну, да это вообще так здорово, я не знаю, как вот даже передать это. Да, есть вот различные какие-то там делают люди мероприятия, но как бы больше на умственном уровне. А здесь на уровне сердца ты открываешься и начинаешь чувствовать сердцем. Просто вот даже вот с человека посмотришь друг на друга, и все без слов ясно. Это, чтобы вот так раскрыть, я для себя скажу, что я как бы не такой чувствительный человек был, старался, но как бы не открывалось, наверное, сердечко. А здесь просто такой взрыв такой, и столько эмоций, прям столько чувствуешь эту природу, чувствуешь человека, который вот около тебя, чем он, насколько хочется и сказать ему, видишь, что в нем, что ему не хватает, охота поделиться, охота ему тепла дать. Вот, ушло маленько не туда, но вот захотелось мне так рассказать. А какие у тебя дальнейшие планы? Ой, это когда соприкасаешься со школой, видишь, что есть пути развития дальше, очищения, уйти, наверное, слово, наверное, в глубину, но, наверное, ближе к свету, стать ближе к свету, дать еще миру очень многое, вот что мне охота. Я всегда шел по жизни, мне охота было сделать что-то глобальное, мне охота было прям изменить мир, сделать его более чище, то есть более, наверное, чтобы было больше любви в нем. Это самое такое вот мое это. И когда я оказался в школе, я увидел, как люди меняются, и как они настолько они очищаются, и что они могут привнести в этот мир. Я сейчас это прочувствовал, и я просто... Это можно обязательно, как в школе, куда-то ушел, углубился. Сначала у меня такое понятие было, что это как бы уходишь с одного мира, уходишь в другой. Нет, мы все живем вот в обычном социуме. Ты просто уделяешь внимание, ты меняешь свой мир, социум от своего, в котором ты крутишься. Но ты просто присутствуешь в школе, в которой тебе дают направление, куда тебе дальше двигаться, как тебе дальше развиваться, как тебе дальше очищаться. И ты помогаешь тем самым другим людям увидеть эту школу и прийти сюда, стать более чище. Все, здесь ты также живешь в своей семье, но ты параллельно начинаешь переходить, разворачиваться на 180 градусов, больше людям давать. То есть жить не в режиме потребления, как у нас многие как бы живут, и вроде как для себя. Ездят на какие-то тренинги, получить для себя, все для себя. А здесь как бы ты получаешь для того, чтобы отдать людям. Когда ты отдаешь, делишься этим, да это так здорово, это просто
ну, меня это переполняет просто. Вот. Может, у тебя есть что-нибудь пожелать зрителям, которые будут смотреть? Ой, в 2 словах постараюсь. Это просто надо попробовать. И поверьте, это будут результаты, быть искренним, прийти в школу и сомнения. Если у вас сомнения вообще в жизни, нужно ли вам это, помогать людям, открыться сердцем своим, раскрыть чувствительность свою, то значит вам, наверное, может еще пострадать, может быть, в этом мире, может быть, вам в беличном колесе в дня сурка пожить несколько дней, там, или лет, или жизни, вот. И, может быть, вы в конечном итоге, когда-то вы все равно придете, ваш будет свой путь, у кого-то свой город, кто-то по-разному, но здесь просто очень быстро идут, быстрые осознания, быстрое движение более к чистому. Ты начинаешь меняться очень кардинально и быстро. Можно, конечно, просидеть и в самадхи около в Индии где-то, но осознание и изменения тебя будут вот на таком вот в школе я увидел именно, как это может меняться очень быстро. Я просто не ожидал, что у нас ребята, ну, в том числе я, буквально за несколько месяцев полностью поменялись. Просто видишь, насколько открылись глаза, как они стали живые. Вот, поэтому я советую, если есть возможность, вы просто попробуйте соприкосновение со школой, просто увидите, какие люди там, какая команда, насколько они чисты, что они внутри себя представляют, и как команда помогает тебе раскрыть себя, внутренние свои чувства, и просто нужно попробовать. Вот так. Я желаю всем найти свою команду, если у вас есть такая возможность, просто попробуйте. Дверь, она не всегда для людей открыта. Когда ты открывается, ты находишь, входишь в нее, выход всегда есть, выход всегда можно в любой момент найти. Но дверь именно для тебя открылась, может быть, именно сейчас. Смотря это видео, смотря эту школу, это не зря же информация пришла. Многие же понимают, что любая информация — это, возможно, именно то, чего тебе в жизни не хватало, именно это твой путь. Так вот, если ты это смотришь, школа пришла к тебе, может, стоит попробовать углубиться туда, маленько убрать все сопротивления и работу ума, просто довериться тому, что люди говорят, и попробовать, а выйти всегда ты успеешь. Спасибо тебе. Благодарю от души.